Синий Мунсал сегодня для многих зрителей – это прежде всего Алия Албора из «Далекого города». Сильная, сдержанная, гордая женщина, которая оказывается в мире, где каждое слово имеет цену, а каждый взгляд может изменить судьбу. Но если присмотреться внимательнее, становится понятно, интерес к Синим уже давно вышел за рамки одной роли. В ее жизни есть путь из мира, образование, театр, первые роли, большой прорыв, новая волна славы, международные проекты, разговоры о личной жизни и период, когда ее имя неожиданно оказалось в очень громких заголовках. И именно поэтому вопрос, как живет Синий Мунсал сегодня, звучит уже не как обычное любопытство. За ним скрывается история актрисы, которая не строит вокруг себя шум ради шума, но все равно постоянно оказывается в центре внимания. В этом выпуске мы поговорим о ней спокойно, уважительно и без дешевых сенсаций. О том, как она пришла в профессию, почему зрители так полюбили ее в «Чудо-докторе», как «Далекий город» снова вывел ее на первый план, что обсуждают вокруг ее экранной пары с Озаном Акбабой, и почему за красивой картинкой турецкого сериала иногда стоит куда более сложная реальность. Потому что Синий Мунсал сегодня – это не только актриса из популярного сериала. Это женщина, которая проживает новую главу своей карьеры под очень пристальным взглядом публики. История Синий Мунсал начинается не с роскошных ковровых дорожек и не с громких скандалов. Она родилась 21 июня 1993 года в Фочи, районе Измира, и это важная деталь, в ее образе всегда чувствуется не столичная демонстративность, а спокойная внутренняя собранность человека, который не привык кричать о себе слишком громко. В открытых биографических источниках указывается, что отец Синим имеет азербайджанские корни, а мать – черкесские. Возможно, именно поэтому в ее внешности и манере держаться многие зрители видят особую смесь мягкости, достоинства и внутренней силы. Но сама Синим никогда не строила карьеру только на красоте. Ее путь был гораздо менее прямым. Она окончила отделение сравнительной литературы в Эскайсхер Осман Гази Юниверсити. Для актрисы это не случайная строка в биографии. Литература – это умение видеть характер, чувствовать внутренний конфликт, понимать не только слова, но и то, что человек скрывает между строк. И когда позже Синим начнет играть женщин с болью, гордостью и сложной судьбой, это образование будто станет частью ее актерского почерка. Она не пришла в профессию как готовая звезда. Не было ощущения, что индустрия сразу открыла перед ней все двери. Скорее наоборот, Синим входила в турецкий экран постепенно, осторожно, без громкого обещания «завтра я стану главной актрисой страны». И в этом есть ее особая привлекательность. В турецком шоу-бизнесе часто любят яркие старты. Когда вокруг актрисы сразу создают миф, фан-базу, громкое имя и десятки заголовков. Но с Синим все было иначе. Ее путь больше похож на медленное накопление доверия. Сначала зритель просто замечает лицо. Потом начинает узнавать интонацию. Потом ждет следующую сцену. И только после этого понимает, эта актриса умеет держать внимание не криком, а внутренней правдой. Именно поэтому ее сегодняшняя популярность выглядит не случайной. Это не история одного удачного проекта. Это история женщины, которая долго собирала себя как актрису, прежде чем оказаться в большой роли, где от нее уже нельзя было отвести взгляд. Первые годы на экране для Синей Мунсал были временем, когда она не столько забирала все внимание, сколько училась существовать внутри большой телевизионной машины. В ее фильмографии есть проекты, которые хорошо знают поклонники турецких сериалов, СХБ и САСК, КЗМ, другие работы, где она постепенно набирала опыт и становилась все заметнее. Такие роли часто кажутся зрителю второстепенными. Но для актера именно они могут быть самым важным этапом. Потому что в них нужно научиться быть убедительной даже тогда, когда весь свет направлен не на тебя. Нужно попасть в тон сериала, выдержать темп площадки, не потеряться рядом с более узнаваемыми лицами и при этом оставить после себя ощущение: эту актрису хочется увидеть снова.
Синим не строила образ капризной звезды. В ее раннем профессиональном пути больше чувствуется дисциплина, чем шум. Она не появлялась в каждом громком заголовке, не пыталась сделать из личной жизни основной инструмент продвижения. И, возможно, именно это помогло ей сохранить особую репутацию. Для зрителя старшего возраста, который любит турецкие сериалы не только за внешнюю красоту, но и за эмоцию, такая актриса особенно важна. В ней нет агрессивной демонстративности. Она умеет быть мягкой, но не слабой. Красивой, но не пустой. Ранимой, но не беспомощной. Это качество потом станет для нее очень ценным. Потому что турецкие сериалы часто строятся на сильных женских судьбах. Женщина может потерять дом, любовь, мужа, привычную жизнь, оказаться в чужой семье, под давлением традиций или чужих правил. И зритель должен поверить, что она не просто плачет по сценарию, а действительно держится из последних сил. У Синим это получилось не сразу громко, но постепенно. Она не взорвалась в индустрии за один день. Она шла к своему зрителю через роли, которые формировали ее экранную интонацию. И когда пришел большой шанс, у нее уже было главное – не только лицо для кадра, но и внутренняя актерская опора. Настоящий большой поворот в карьере Синим Унсал для многих зрителей связан с сериалом «Мусис Доктор». Именно там она сыграла Назлы, героиню, которую публика запомнила не только как романтический образ, но и как человека с теплом, сомнениями, внутренней человечностью. «Чудо-доктор» стал для нее тем проектом, после которого имя Синим начали произносить гораздо чаще. В таких сериалах актеру недостаточно просто быть красивым в кадре. Медицинская драма требует особой эмоциональной точности. Здесь рядом боль, надежда, страх, чудо, усталость, вера в людей. И актриса должна существовать в этой атмосфере так, чтобы зритель ей доверял. Назлы стала для Синим образом, через который многие впервые по-настоящему почувствовали ее как актрису. Не просто заметили, а именно почувствовали. В ее героине была мягкость, но не безволие. Было сострадание, но не картонная доброта. Была способность смотреть на другого человека с вниманием, которое в турецких сериалах часто становится сильнее любых громких признаний. После такой роли актриса получает не только популярность, но и риск. Потому что зритель начинает связывать ее с одним образом. Он ждет той же интонации, той же эмоции, того же тепла. И если актриса потом выбирает другой путь, публика может сопротивляться. Нет, мы хотим видеть ее такой, какой полюбили. Для Синим это была важная проверка. После «Мусис Доктор» ей нужно было не просто оставаться узнаваемой. Ей нужно было доказать, что она способна быть разной. Что она не только Назлы. Что за нежностью может стоять сила, за улыбкой упрямство, а за спокойствием характер. Именно поэтому ее дальнейший путь так интересен. Потому что после большой любви зрителя всегда наступает этап, когда актрисе нужно заново завоевывать право на сложность. И Синим постепенно шла именно туда, к ролям, где в ней видели уже не только мягкость, но и внутренний стержень. После большого успеха у актера часто начинается самый непростой период. Со стороны кажется, если тебя полюбили, дальше все должно быть легче. Но на самом деле все наоборот. После заметной роли каждый новый проект становится сравнением. Каждая новая героиня проходит через вопрос: а сможет ли она повторить тот успех? Синим Унсал тоже оказалась в этой зоне ожиданий. Ее знали, ее любили, ее узнавали. Но теперь ей нужно было не потеряться между образом, который уже стал любимым, и желанием двигаться дальше. Узырксихир, который русскоязычные зрители часто называют «далекий город», стал для Синим Унсал новой большой точкой внимания. В этом сериале она играет Алию Албору, женщину, чья судьба с первых минут оказывается связана с болью, потерей, семейной властью и чужими правилами. Официальное описание персонажа подчеркивает: Алия, вдова барана Алборы, мать Джихана Дениза,
женщина западных ценностей, здравомыслящая, стойкая, свободолюбивая. И именно этот конфликт делает роль такой сильной. Она приходит в мир, где все построено на традициях, влиянии рода, неписанных законах и жестких ожиданиях. А сама она несет в себе другой взгляд на жизнь. Для актрисы это очень благодарный, но и очень сложный материал. Потому что Алию нельзя играть только как жертву. Да, она переживает потерю. Да, она оказывается в ситуации, где многое решают за нее. Но зритель должен видеть не только ее боль, а еще и сопротивление. Не грубое, не истеричное, а внутреннее. И Сини Мунсал в этой роли оказалась убедительной именно потому, что умеет играть сдержанность. У нее есть способность держать эмоцию внутри кадра, не разрушая ее лишней демонстрацией. Иногда достаточно взгляда, паузы, чуть напряженного лица, чтобы зритель понял, внутри этой женщины происходит борьба. Для публики «Далекий город» стал не просто очередной драмой. Он стал пространством, где Синем показала новую грань. После Назлы из «Чудо-доктора» многие помнили ее как мягкую и теплую. Алия же – это уже другой уровень. Здесь больше силы, достоинства, боли и гордости. Именно поэтому сегодняшняя Синем Мунсал так интересна. Она не просто вернулась на экран. Она вернулась с ролью, которая позволяет ей взрослеть вместе со своим зрителем. И это, пожалуй, одна из главных причин, почему о ней снова говорят так много. Отдельная причина популярности «Далекого города» – экранная энергия между Синем Мунсал и Озаном Акбабой. Их герои существуют в пространстве напряжения, столкновения характеров, недоверия, притяжения и внутренней борьбы. И, конечно, зрители сразу начали обсуждать эту пару. В турецких сериалах экранная химия часто становится отдельным событием. Иногда публика следит за взглядами героев внимательнее, чем за официальным сюжетом. Один жест, одна пауза, одна сцена в тишине, и социальные сети уже наполняются обсуждениями. Но здесь важно не путать экран с реальной жизнью. Синем и Озан – актеры, которые делают свою работу. Их убедительность в кадре не означает, что за кадром обязательно есть романтическая история. И в ролике это нужно проговорить уважительно. Зрители могут любить пару, обсуждать их сцены, ждать развития линии, но не стоит превращать экранную химию в утверждение о реальных отношениях. Сила их дуэта именно в том, что оба умеют держать внутреннее напряжение. Озан Акбаба часто играет мужскую сдержанность, тяжелую ответственность, силу, за которой скрыта боль. Сини Мунсал в роли Алии отвечает ему не слабостью, а внутренним сопротивлением. Поэтому их сцены работают. Зритель чувствует, перед ним не просто красивая пара для постеров. Это столкновение двух миров. Он – представитель семьи, земли, традиции, власти. Она – женщина, которая не готова отдать свою свободу просто потому, что так принято. И именно в этом конфликте рождается та самая энергия, ради которой многие включают каждую новую серию. Для Синем эта экранная связка стала еще одним подтверждением ее роста. Рядом с сильным партнером она не исчезает. Наоборот, ее героиня становится еще заметнее. И это очень важный показатель для актрисы, которая сегодня находится на новом этапе карьеры. Интерес к Сини Мунсал в последние годы связан не только с телевизионными рейтингами. Ее имя стало звучать и в более широкой международной повестке, в том числе благодаря проектам Göttürker, где она появилась вместе с Озаном Акбабой. Такие проекты важны не только как красивая реклама Турции. Для актера это еще и переход в другое пространство. Сериал смотрят в одной логике – сюжет, герои, серии, рейтинги. А промо-проект о стране работает иначе. Там актер становится частью образа Турции, ее городов, истории, природы, романтики, атмосферы. Сначала зрители увидели их в истории, связанной со Стамбулом,
Затем в медиа активно обсуждалось продолжение в Каппадокии. Каппадокия сама по себе выглядит как готовая сказка: воздушные шары, каменные пейзажи, древние долины, золотой свет. И когда в таком визуальном мире появляются актеры из популярного сериала, это усиливает их экранный миф. Турецкая пресса также писала, что Синем Унсал и Озан Акбаба были связаны с международной презентационной повесткой, включая события вокруг Канн. Для зрителя это может казаться просто красивой новостью. Но для актрисы это знак, ее воспринимают уже не только как лицо одного сериала, а как часть более крупного культурного образа. И здесь снова видна интересная особенность Синем. Она не выглядит человеком, который любой ценой старается забрать все внимание. Наоборот, в подобных проектах она сохраняет довольно спокойный, собранный образ. И это работает на нее. Потому что в эпоху, когда многие знаменитости строят карьеру на постоянном шуме, спокойная уверенность иногда привлекает сильнее. Сегодня Синем Унсал живет в моменте, когда сериал, международные проекты и медийный интерес складываются в одну большую волну. И вопрос только в том, как она распорядится этой волной дальше. Личная жизнь Синем Унсал всегда интересовала поклонников, но сама актриса не из тех, кто превращает каждую деталь в публичное шоу. Турецкая пресса писала о ее отношениях с актером Берком Джанкатом, а также о том, что после интенсивного сезона «Далекого города» актриса планировала отдых. Эта деталь кажется простой, но она очень многое говорит о сегодняшнем состоянии Синем. Успех сериала – это не только аплодисменты, обложки и красивые кадры. Это еще и огромная физическая нагрузка. Длинные смены, съемки в другом городе, эмоционально тяжелые сцены, постоянное внимание публики, ожидание рейтингов и обсуждений. Когда зритель видит актрису в кадре, он часто забывает, что за этим стоит изматывающий график. Особенно в турецких сериалах, где эпизоды длинные, производство очень напряженное, а актеры месяцами живут почти в режиме бесконечной площадки. Поэтому желание отдохнуть после сезона – не каприз, а нормальная человеческая потребность. Синем сегодня находится в той точке, где ей нужно сохранять баланс. С одной стороны, новая популярность, предложения, ожидания фанатов, интерес прессы. С другой – личная жизнь, отношения, право на тишину, право не объяснять публике каждый шаг. И это особенно важно для актрисы, чей экранный образ сейчас связан с сильной женщиной. Публика иногда начинает требовать от актрисы той же силы и в реальной жизни. Но за любым сильным образом есть обычный человек, которому тоже нужно восстановление, близкие люди, пауза и пространство без камер. Поэтому, говоря о том, как живет Синем Унсал сегодня, нельзя сводить все только к роли Алии. Ее жизнь – это не только съемочная площадка. Это попытка сохранить себя, когда вокруг становится все больше внимания. Самый осторожный блок в истории Синем Унсал связан с сообщениями турецких СМИ о правовой истории, в которой ее имя появилось в 2026 году. И здесь очень важно сразу сказать, мы не будем превращать эту тему в обвинение или дешевую сенсацию. По сообщениям турецкой прессы, актриса давала объяснения в рамках расследования, после чего была отпущена под судебный контроль с ограничением на выезд за границу. Также в медиа появлялись сообщения о том, что результат теста был отрицательным. Это именно та тема, где каждое слово должно быть аккуратным. Почему об этом вообще стоит говорить в ролике? Не потому, что нужно раздувать личную боль человека, а потому, что такие истории показывают обратную сторону славы. Когда актер становится популярным, его имя начинает жить не только в сериалах, но и в заголовках. Иногда в очень тяжелых заголовках. Для зрителя это может быть просто новость на один день. Для актрисы – стресс, репутационный риск, давление, вопросы, комментарии, обсуждения, которые невозможно полностью контролировать. И даже если человек не делает громких заявлений, это не значит, что внутри все легко. Синем в этой ситуации важно рассматривать не как персонажа скандала, а как публичного человека,
оказавшегося под сильным вниманием. В таких моментах особенно заметно, кто выбирает шум, а кто выбирает сдержанность. И, судя по ее общему публичному образу, Синим ближе именно второй путь. Для нашего ролика эта часть должна звучать не как сенсация, а как испытание за кадром. Потому что за образом успешной актрисы, за красивыми кадрами и популярным сериалом иногда стоят события, которые человек проживает далеко не так легко, как это кажется со стороны. И, возможно, именно такие моменты делают историю Синим сегодня более объемной. Она не только героиня экранной драмы. Она человек, которому приходится проходить через давление реального публичного пространства. Если попытаться ответить на главный вопрос выпуска, как живет Синим Унсал сегодня, ответ получится не таким простым, как кажется. С одной стороны, она находится в очень сильной профессиональной точке. «Далекий город» снова сделал ее одной из самых обсуждаемых актрис турецких сериалов. Роль Алии Алборы дала ей возможность показать не только красоту и мягкость, но и зрелость, характер, внутреннюю силу. Экранная связка с Озаном Акбабой стала отдельной темой для зрителей, а проекты Göttürk добавили ее имени международного звучания. С другой стороны, сегодняшняя популярность – это не только приятная сторона профессии. Это давление, длинные съемки, внимание к личной жизни, обсуждения, слухи, громкие заголовки и необходимость постоянно держать лицо. Именно поэтому Синим интересна не как идеальная картинка, а как живая актриса, которая проходит новый этап не без трудностей. Ее путь от фочи и сравнительной литературы до «Мусис Доктор» и «Узрксихир» показывает, что она не появилась из ниоткуда. Она постепенно росла, искала себя, переживала периоды ожидания, возвращалась к зрителю и каждый раз открывала новую грань. Сегодня Синим Унсал живет между славой и тишиной. Между сильной ролью и личным пространством. Между любовью поклонников и испытаниями, которые публичная жизнь приносит за кадром. И, возможно, именно это делает ее такой близкой зрителю. В ней есть не только звезда, но и человек. Пишите в комментариях, какой вы больше запомнили Синим Унсал, как Назлы из «Чудо-доктора», как Алию из «Далекого города» или как актрису, которая только сейчас раскрывает свою самую сильную сторону. Поддержите выпуск лайком, если вам интересны такие спокойные и уважительные разборы турецких актеров без лишней грязи, но с настоящей интригой. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории о турецких сериалах, любимых актерах и закулисье, о котором зрители говорят все чаще. Берегите себя, оставайтесь с нами, и до встречи в следующем выпуске.